В данном видео я расскажу, как за 67 евро самостоятельно посетить 74 достопримечательности Парижа. Вы увидите все главные бесплатные достопримечательности Парижа и узнаете, как самостоятельно до них добраться на общественном транспорте. Также я помогу разобраться с общественным транспортом Парижа, в частности метро, которое почему-то считается самым сложным, с чем лично я не согласна, поскольку если в нем разобраться, то оно наоборот окажется очень легким и удобным в использовании. Вы увидите самые красивые места в Париже, а также я покажу, как найти инстаграмные локации с нужными ракурсами для красивых фотографий. Ну и, конечно, дам обзор недорогих кафе, где можно вкусно и сытно покушать за весьма приемлемые деньги. Если вы хотите узнать, как бюджетно отдохнуть в Париже и самостоятельно доехать до таких достопримечательностей, как Версаль, Диснейленд, Лувр, Собор Парижской Богоматери, Эйфелева башня, район Монмартр, Ла Дефанс и многих других достопримечательностей в Париже, то смотрите мое видео, где вы получите пошаговую инструкцию со всеми разъяснениями, как куда добраться, сколько стоит проезд, какие есть выгодные проездные билеты, как называются и выглядят нужные остановки, а также получите удобные маршруты с путеводителем по всем достопримечательностям Парижа и обзор кафе с ценами на еду в разных районах города. При этом узнаете все важные нюансы, с которыми столкнетесь, отдыхая во Франции. Посмотрев мое видео, вы будете на 100% подготовлены к путешествию в Париж и сможете легко ориентироваться в городе. Для начала давайте разберемся с общественным транспортом в Париже, состоящим из трамваев, автобусов, метро и пригородных электричек РЭР. Удобнее всего пользоваться именно метро. Оно состоит из 16 линий, каждая из которых обозначена своим цветом и номером с 1 по 14 и дублированные 3Б и 7Б. А также имеет свое название, направление, состоящее из конечных остановок. Станции парижского метрополитена обозначаются буквой М, возле которой пишется название станции, а также указаны линии метро, проходящие через данную остановку, где номер линии обведен кружочком соответствующего цвета. К примеру, 9-я линия метро имеет салатовый цвет и две конечные станции, первая с названием Pont-de-Service и вторая с названием Mont-Royal. У 7-й линии метро розовый цвет и, соответственно, свое направление и конечные станции, а именно Le Cornier, Ivry и Villejuif. Как я уже говорила, каждая линия метро имеет свой цвет, который не повторяется. Таким образом, если на одной станции пересекаются сразу несколько линий метро, то их номера будут указаны на данной остановке. Метрополитен работает с 5:30 утра и до часу ночи, а по пятницам, субботам и праздничным дням до 2 часов ночи. Метро охватывает весь центр Парижа, но тут есть один важный нюанс. Париж входит в регион Иль-де-Франс. Весь регион разделен на так называемые транспортные зоны с 1 по 5, и в зависимости от зоны варьируется цена проезда, то есть проездного билета. Париж относится к первой зоне, и метро как раз охватывает первую и вторую зоны. Но если вы планируете посещать район Ла Дефанс или Версаль и Диснейленд, которые расположены в 3, 4 и 5 зонах, относящихся к пригороду, то вам нужно будет использовать скоростные электрички РЭР, которые охватывают все зоны региона Иль-де-Франс и соединяют Париж с пригородом. Таким образом, на электричках можно передвигаться как внутри города, по центру Парижа, так и за его пределами. Они объединяют наземные и подземные железнодорожные пути, а также на некоторых станциях пересекаются с метро, имея общие остановки, что очень удобно для пересадок. Также электрички удобны тем, у кого отель расположен в пригороде, то есть в 3 или 4 зоне. А как правило, более бюджетные отели расположены именно в этих зонах. Скоростные электрички РЭР состоят из 5 линий, каждая из которых имеет также свой цвет и направление, название, состоящее из конечных остановок. А вместо номеров, как у метро, электрички РЭР обозначаются латинскими буквами A, B, C, D, E. Если станцию метро пересекает линия скоростной электрички РЭР, на остановке это будет указано соответствующими символами, как показано на фото. Почему удобно пользоваться именно метро или электричками? Во-первых, потому что станции метро расположены по всему городу чуть ли не на каждом шагу. А во-вторых, в Париже на дорогах очень часто встречаются огромные пробки, в результате чего поездка на автобусе может занять большое количество времени. А так как достопримечательностей в Париже очень много, вы можете не успеть увидеть и половины.
Ну а теперь разберем более детально, как пользоваться метро и электричками и не запутаться с направлением поезда. Все линии метро и электричек РЭР имеют в основном два направления – начальную остановку и конечную остановку. И в зависимости от того, в какую сторону вам нужно ехать и на какой остановке выходить, вы выбираете нужное вам конечное направление. В метро есть все подсказки и указатели, которые помогут дойти до нужной платформы с нужным поездом и направлением. Главное в этом разобраться. Когда вы нашли какую-то станцию метро, первое, что вы видите, это ее название и номера линии метро, которые ее проходят. После спуска в метро можно увидеть стрелочки и конечные остановки, направления поезда у разных линий метро. И в зависимости от того, какая остановка вам нужна, вы определяете нужное вам направление. После чего нужно идти по указателю стрелки, которая вас приведет к нужной вам платформе с нужным направлением поезда. Перед заходом на платформу нужно будет купить проездной билет, который продается в метро, а потом по нему пройти через турникет, и дальше вы попадаете на платформу. Но об этом более детально я расскажу чуть позже. В данном случае, если пойти направо, куда указывает стрелочка на фото, вы попадаете на платформу с поездом 9-й салатовой ветки метро, которая едет в направлении Pont de Service. Это его конечная остановка. А если вы пойдете налево, то дойдете до платформы с поездом той же 9-й салатовой ветки метро, но который движется уже в обратном направлении с конечной остановкой Mont-Royal. Таким образом, вам нужно понять, какая остановка вам нужна, и от этого зависит, какое конечное направление поезда вы выберете. Если вам нужна, к примеру, остановка Трокадеро, где, кстати, открывается красивый вид на Эйфелеву башню, а вы находитесь на станции метро Лафайет, то в данном случае вам нужно направление Pont de Service, где у поезда 9-й салатовой ветки метро это будет 9-я остановка. Поэтому перед тем, как спускаться к платформе, еще раз проверьте, правильное ли конечное направление вы выбрали и есть ли в этом направлении указанная нужная вам остановка. Тогда вы точно никогда не перепутаете поезда. На платформе на стене крупными буквами указано название станции метро, в котором вы находитесь, а также есть табло с информацией, через сколько минут приедет поезд и какая конечная его остановка. Кстати, у поезда тоже будет указана его конечная станция, так что запутаться в метро крайне сложно. И еще один момент. Иногда двери поезда автоматически могут не открываться, в особенности у электричек РЭР. Для того, чтобы их открыть, нужно нажать на кнопку, расположенную на двери, либо потянуть за рычаг ручку. В самом вагоне над дверью можно увидеть схему, путь из остановок, которые поезд уже прошел, и тех, что еще предстоит проехать. Остановки, которые не горят, это уже пройденные станции, а те, что подсвечиваются, их еще нужно проехать. Однако в некоторых поездах предстоящие остановки могут не гореть и не всегда объявляются. В этом случае лучше следить за проезжающими станциями, название которых указано на каждой остановке. Так вы не проедете свою. После того, как поезд приедет на нужную станцию, чтобы выйти из метро, вам нужно искать надпись «Sortie», что означает «выход». Если идти по указателям и стрелочкам, вы дойдете до выхода из метро. Иногда бывает несколько выходов. В таком случае каждый имеет свое название, как правило, связанное с достопримечательностями. На них и нужно ориентироваться. Если следовать указателям Tour Eiffel, то они выведут из станции метро Траскадеро, где открывается вид на Эйфелеву башню. Очень много выходов имеет станция Шатле. Она, кстати, считается самой сложной станцией метро в Париже, где переплетается очень много линий метро и электричек РЭР. И если перепутать выход, потом придется очень долго идти до нужного. Поэтому многие советуют обходить ее стороной, и если есть возможность, выйти на другой, более легкой станции, которая пересекает меньшее количество веток. Однако мы через нее ездили, и я потом расскажу и покажу, как в ней разобраться. Ну а теперь перейдем к видам проездных билетов, какие они бывают, сколько стоят и где их купить. Все проездные билеты являются общими для любого вида транспорта, как для трамваев, так и для автобусов, метро и электричек РЭР. Выделяют такие виды билетов. Первое. Одноразовый билет на одну поездку в пределах одной зоны Т+, цена которого составляет 1 евро 90 центов. Действует на все виды транспорта, автобусы, трамваи, метро и электрички РЭР. Но только внутри Парижа, то есть в пределах первой зоны. Билет действителен в течение 2 часов с момента компостирования. Это означает, что вы можете делать неограниченное число пересадок в пределах данного временного промежутка. К примеру, с одной линии метро на другую или с метро на электричку РЭР, при этом компостируя билетик каждый раз при смене поезда. Однако, как только вы выходите из станции метро и покидаете подземку, действие билета прекращается, даже если временной промежуток еще не прошел.
Данный вид проездного используют в основном туристы, которые живут в первой зоне, то есть в Париже, и им нужно передвигаться в пределах города от одной остановки к другой. Хоть билет и общий для каждого вида транспорта, однако по нему нельзя осуществлять пересадку из метро в автобус. Принцип действия билета таков, что возможны пересадки из автобуса в трамвай или другой автобус, либо из метро в электричку РЭР или другое метро. Для нескольких людей, планирующих много ездить, выгодно покупать так называемый набор Корнет, состоящий из 10 одноразовых Т+ билетов. Цена набора составляет 16 евро 90 центов, что немного выгоднее, чем по отдельности покупать 10 одноразовых билетов за 19 евро. Существует еще один вид одноразового билета на одну поездку, но по региону Иль-де-Франс. Называется такой билет Иль-де-Франс Ticket. Он используется для поездок в метро и электричек РЭР. Стоимость билета будет зависеть от количества пересекаемых зон, то есть расстояния поездки. Покупать его целесообразно, если вам нужно из пригорода 3, 4 или 5 зоны попасть в Париж, первую зону. Узнать цены на проезд до остановок, находящихся в разных зонах, можно на официальном сайте транспортной компании, где нужно указать название станции метро, с которой планируется поездка, и конечную станцию метро, куда нужно доехать. Следующим видом билета является Мобилис – безлимитный проездной на один день на все виды транспорта. Он действует в течение целого дня с 12 ночи до 12 ночи следующего дня. На билете Мобилис необходимо написать дату и свое имя с фамилией, иначе, если попадете на контролера и это не будет указано, то вас оштрафуют на 50 евро как за безбилетный проезд. Цены на данный вид билета зависят от зон, в пределах которых планируется совершать неограниченное число поездок по этому билету. Это один из самых выгодных билетов, если планируется большое количество поездок. Для дальних зон имеет смысл его покупать, если ваш отель расположен в пригороде. Еще одним видом проездного билета является карта Naviga. Это проездная безлимитная карта на неделю, месяц или год. Она является персональной, поэтому на ней нужно указывать имя, фамилию и отчество, а также необходимо вклеить фотографию владельца карты. Ею в основном пользуются местные жители, однако есть такая же карта и для туристов. Также для туристов выделяют такие виды карт, как Париж Визит, Париж Музеум Пас и Париж Пас, которые помимо проезда на общественном транспорте позволяют посетить многие музеи Парижа бесплатно или по скидке, в зависимости от карты. Цены и перечень входящих в них услуг можно изучить на сайтах, указанных ниже. Кстати, проезд для детей до 4 лет бесплатный, а детям с 4 до 10 лет цена проезда составляет на 50% дешевле по определенным проездным. В частности, по скидке можно купить набор из 10 одноразовых детских билетов Т+ за 8 евро 45 центов. При этом цена одного одноразового билета для всех одинаковая и составляет 1 евро 90 центов, вне зависимости от возраста. Также важно сохранять билет до конца поездки. Во-первых, потому что могут ходить контролеры и проверять наличие билета. А во-вторых, вы просто не сможете выйти из станции метро, поскольку на выходе расположены стеклянные двери, которые открываются только после того, как будет считана информация с вашего билетика, в который нужно будет вставить в специальный отсек. И еще один совет. Старайтесь эти бумажные билетики держать в отдельном кармане, подальше от ключей и телефона, поскольку они могут размагнититься и перестанут работать. Но если вдруг это произойдет, их можно обменять на кассе на новые. Купить проездные билеты можно на каждой станции метро и электричек РЭР в кассах или автоматах, а также в аэропорту, на стойках информации для туристов и табачных или газетных киосках. Если покупать билет в автомате, то оплата возможна либо монетами, либо картой. За наличные купюры, по идее, можно купить в кассе, однако у нас почему-то их не принимали и пришлось оплачивать картой MasterCard. И, кстати, оплата гривневой карты оказалась даже более выгодной, чем наличными, за счет выгодного курса евро у банка. Для того, чтобы в автомате купить билет, для начала нужно выбрать язык, например, английский, и определить, какой тип билета вам нужен. Если вы находитесь за пределами Парижа, то есть в 3-4 зоне, то нужно выбрать пункт Tickets for Paris City, а дальше графу Full Fare, если вам больше 10 лет. После чего высвечивается цена за проездной билет со станции, в которой вы сейчас находитесь, до Парижа. В данном случае со станции Les Baconnets цена одного билета составляет 2 евро 80 центов. Можно купить сразу 2 билета за 5 евро 60 центов. Тогда вам не придется потом покупать проездной на обратную дорогу. Если же вы уже находитесь в Париже, в первой зоне, и вам нужно в пределах этой зоны доехать до другой остановки, тогда вы выбираете пункт Tickets T+. При желании купить проездной на один день Мобилис, нужно нажать на последний пункт More Tickets, после чего выбираете Мобилис, а дальше зоны, в пределах которых планируете ездить. Либо, если вы не знаете, в какой зоне расположена нужная вам станция, тогда нажимаете Find Station Zone,
после чего вводите нужное вам название. Далее будет показана стоимость проездного, которую можно оплатить либо картой, либо монетами, так как не все автоматы принимают купюры. Однако при покупке проездного билета в кассе можно бесплатно получить карту метро, РЭР и автобусов Парижа. Лично я советую ее сфотографировать или скачать себе на телефон. Так намного удобнее ею пользоваться, а она вам в Париже точно пригодится. Кстати, как ею пользоваться и вообще в ней разобраться, я расскажу чуть позже, на примере, как мы добирались до разных достопримечательностей, меняя одну ветку метро на другую, так как не всегда есть возможность доехать до нужного места, используя всего лишь одну линию метро. Но теперь по порядку, как посетить 73 достопримечательности Парижа за 67 евро. Мы остановились в отеле Ibis Styles Messi Opera, который находится в пригороде и относится к 4-й зоне региона Иль-де-Франс. В 800 метрах от отеля расположена остановка электричек РЭР, от которой можно добраться до центра Парижа за полчаса. В первый день удалось посетить 32 достопримечательности Парижа. Начать прогулку мы решили с Лувра. Добирались мы на электричке РЭР, синяя ветка Б со станции Лес Баканец, расположенной недалеко от отеля, до станции Чаталет, самой крупной станции в Париже. На станции Лес Баканец мы в кассе купили билет Мобилис на один день с 1 по 4 зону, чтобы можно было без ограничений ездить по Парижу и увидеть как можно больше достопримечательностей. Далее по билетику мы прошли через турникет и посмотрели на стенде, какое направление поезда нам нужно, чтобы доехать до нужной нам станции Чаталет. В нашем случае нам нужны поезда с направлением либо Митри-Клей, либо аэропорт Шарль-де-Голь. Оба эти поезда отправляются с одной и той же платформы, и чтобы на нее выйти, нам нужно идти налево, как указывает стрелка на стенде. Идя по стрелке, мы выйдем на платформу станции Лес Баканец, куда приезжают нужные нам электрички. На табло показана информация, через сколько минут придет поезд с направлением аэропорт Шарль-де-Голь, в данном случае указано, что через 5 минут, и поездом с направлением Митри-Клей через 14 минут. Когда подъедет ближайшая нужная нам электричка, мы садимся в поезд, и там уже будем видеть путь из остановок, которые поезду нужно проехать, чтобы довести нас до нужной станции Чаталет. Кстати, на этой станции Чаталет есть туалеты, бесплатный Wi-Fi и зарядки для телефонов, которые встречаются на многих крупных станциях метро. Как я уже ранее говорила, данная станция имеет очень много выходов на улицу. Выйдя из поезда, вам нужно искать надпись «Сорти» и идти в направлении стрелочки, поднимаясь на эскалаторе вверх, после чего вы увидите табло с названием всех возможных выходов из данной станции с указателями направлений, куда нужно идти. Мы выбрали выход Порт Бергер и шли по стрелочке с этим названием, которая вела нас к выходу. Сначала мы прошли турникет по билетикам, после чего мы постоянно поднимались вверх, чтобы выйти из метро. Нужно будет 5 раз подняться на эскалаторе с минус 5 этажа до нулевого. Главное разобраться с указателями-стрелками. Когда стрелочка направлена вниз с нужным вам названием выхода или остановки, это значит, что нужно идти прямо. Когда стрелочка направлена наискосок вверх, это значит, нужно подниматься на лестнице или эскалаторе вверх. Стрелка наискосок вниз, значит, нужно спускаться вниз. Ну и стрелка направо или налево, соответственно, указывает, что нужно идти либо направо, либо налево. Так что если следовать всем указателям, вы даже на такой крупной станции никогда не заблудитесь. А она удобна тем, что тут пересекается сразу много веток метро и электричек, откуда вы можете доехать практически до любой точки Парижа или региона Иль-де-Франс. Выйдя из станции Чаталет и двигаясь прямо, вы через 5-10 минут дойдете до Лувра, следуя по навигатору Maps.me. Чтобы легко найти все указанные мной достопримечательности, нужно их прописать в этом навигаторе, и он вас к ним проведет. Также я продублирую их названия в текстовом документе инструкции, прикрепленной в описании к видео. Музей Лувра работает ежедневно с 9 утра и до 6 вечера, в пятницу до без четверти 10, во вторник – выходной. Цена билета составляет 17 евро, детям до 18 лет – бесплатно. Если начинать осмотр достопримечательностей с Лувра, то рядом расположены такие достопримечательности, как библиотека Мазарини, протестантская церковь Оратуар-де-Лювр, Пале-Рояль, церковь Святого Роха, сад Тюильри, Вандомская колонна, церковь Мадлен, музей духов Фрагонар и опера Гарнье. Это все можно обойти за 45 минут.
Кстати, для Парижа лучше сразу брать удобную обувь, так как территория там большая, а достопримечательности раскиданы по всей территории на больших расстояниях. Притом их расположение идет подряд друг за другом. Отсюда ходить придется очень долго, даже используя общественный транспорт. Помимо этого, в тех же станциях метро придется тоже немало ходить, чтобы дойти до платформы с поезда или выйти из метро. Поэтому учитывайте этот момент. Вообще в Париже есть очень много бесплатных достопримечательностей и красивой архитектуры. Они, как я уже говорила, расположены подряд друг за другом, что в общем-то их можно было бы осмотреть во время прогулки. Однако поскольку они раскиданы на достаточно большой площади, протяженность которой может составлять более 20 километров в одном только районе, отсюда сделать это без использования общественного транспорта будет крайне сложно. Поэтому, чтобы посмотреть как можно больше достопримечательностей Парижа, удобнее всего использовать метро, для которого имеет смысл купить билет Мобилис на один день и без ограничений ездить по Парижу. Так вы значительно сэкономите и свое время, и деньги, поскольку покупать несколько одноразовых билетов выйдет намного дороже, чем проездной на сутки. Возле оперы Гарнье расположена кофейня Starbucks с красивым интерьером внутри, а также галерея Лафайет с бесплатной обзорной площадкой на Эйфелеву башню. Кстати, обратите внимание, что галерея Лафайет имеет два здания, так вот только в одном из них расположена обзорная площадка. Они находятся через дорогу друг от друга. Если идти от Starbucks, то нужное здание галереи будет ближайшим. Так вы их не перепутаете по вывескам. В галерее Лафайет расположено большое количество магазинов и торговых центров. Каждый год на Рождество здесь устанавливается елка. На 7-м этаже находится терраса, с которой открывается вид на город и Эйфелеву башню. Там получаются очень красивые фотографии. Вход на террасу бесплатный. Также в этом торговом центре можно воспользоваться бесплатным туалетом. Если же идти дальше вперед от галереи Лафайет, то через 17 минут вы дойдете до Мулен-Руж и окажетесь в районе Монмартр, где сможете увидеть базилику Сакрэ-Кёр, стену любви, музей Монмартр, памятник, идущий сквозь стену и многое другое. Кстати, в Париже можно встретить вот такие уличные бесплатные туалеты, которые открываются и закрываются от кнопки. В частности, в районе Монмартра, возле Мулен-Руж, вдоль улицы их было сосредоточено больше всего. Также в этом районе есть несколько недорогих кафе, где можно перекусить, в частности кафе Нур и Булиан Пигал, где можно попробовать знаменитый луковый суп за 3 евро и 80 центов, а также улиток за 7 евро. Цены очень доступные, поэтому в этом кафе часто можно увидеть очередь. Здесь можно встретить много местных жителей, поэтому если будете гулять поблизости, очень рекомендую для посещения данное заведение. Возвращаясь к достопримечательностям района Монмартр, хочется отметить также красивый вид на Париж, который открывается при подъеме к базилике Сакрэ-Кёр, возле которой недалеко расположена площадь с рисующими художниками и красивый дом в зелени. Все эти достопримечательности также можно найти в бесплатном навигаторе Maps.me по тем названиям, что указаны на фото, и он вас к ним приведет. Дальше мы решили отправиться на площадь Согласия и там продолжить осмотр следующих достопримечательностей Парижа. Для этого мы сели на станции метро Ламарк, расположенной в районе Монмартра, недалеко от памятника, проходящей сквозь стену, и музея Монмартр. Там проходит зеленая ветка метро 12, на которой мы добрались до остановки Конкорд, сев в поезд с направлением Мэри-ди-Исси. Возле площади Согласия расположены такие достопримечательности, как отель Крион, Елисейский дворец, Малый и Большой дворец, мост Александра III, Бурбонский дворец, музей Орсе, базилика Святой Клотильды и дом инвалидов. Большой дворец в Париже сейчас временно закрыт, однако можно полюбоваться его красотой снаружи. А вот Малый дворец открыт с 10 утра до 6 вечера, в пятницу и субботу до 7 вечера. Вход, кстати, бесплатный, поэтому есть возможность полюбоваться большой коллекцией картин, скульптур и различных старинных предметов. Мост Александра III считается самым красивым мостом в Париже. Здесь можно сделать немало красивых фотографий. Также отсюда открывается хороший вид на Эйфелеву башню. После того, как вы пройдете мост, сразу за ним, повернув налево, вы попадете к Бурбонскому дворцу.
В Елисейский дворец возможно бесплатно попасть раз в год, в Дни европейского наследия, в третьи выходные сентября, но, соответственно, очередь будет немаленькая. Музей Орсо работает со вторника по воскресенье с 9:30 утра и до 6 вечера. Цена билета со скидкой составляет 11 евро. Если покупать билет в музей, то цена составит 14 евро. Очень красивая архитектура у базилики Святой Клотильды. Хоть она и не входит в традиционный список достопримечательностей Парижа, но лично я бы ее обязательно выделила. Дом инвалидов открыт каждый день с 10 утра и до 6 вечера, а во вторник до 9 вечера. Цена билета составляет 12 евро, который позволит посетить мавзолей Наполеона, церковь и 3 военных музея. Ну и завершающими достопримечательностями этого дня, конечно же, будет Эйфелева башня и площадь Трокадеро, где открывается красивый вид на нее, и где, кстати, делают много инстаграмных фотографий с красивыми ракурсами. Чтобы доехать до площади Трокадеро, нам нужна либо зеленая ветка метро с номером 6, либо салатовая ветка метро с номером 9, потому что только они пересекают данную станцию. Однако, поскольку мы находимся у Дома инвалидов, поблизости нет тех станций метро, которые пересекали бы данные нужные нам ветки 6 и 9, чтобы добраться до Трокадеро. Поэтому придется ехать с пересадками. И тут уже нам как раз и понадобится карта метро, в которой лучше сразу разобраться, чтобы легко было ею пользоваться. Одной из ближайших станций метро от Дома инвалидов является Варен. Ее пересекает 13-я голубая ветка метро. По карте мы смотрим путь этой голубой 13-й ветки и проверяем, пересекается ли она с одной из нужных нам линий метро, либо с зеленой 6-й, либо с 9-й салатовой. Посмотрев, мы видим, что на станции Миромеснил как раз пересекается наша 13-я голубая ветка метро и нужная нам 9-я салатовая ветка метро, на которой мы впоследствии сможем доехать до станции Трокадеро, пересев в этот поезд. Таким образом, от станции Варен нам нужно сесть в поезд с направлением либо Les Cortiles, либо с направлением Saint-Denis University. Они оба проходят остановку Миромеснил, на которой мы сможем пересесть на 9-ю линию метро. Доехав до этой остановки, мы выходим из поезда и по указательным стрелочкам переходим на 9-ю салатовую линию метро, оставаясь при этом в той же станции с названием Миромеснил, только уже на 9-й ветке. Дальше мы смотрим по карте, какое направление поезда нам нужно. Поскольку ехать мы планируем от Миромеснил до площади Трокадеро, соответственно, направление поезда нам нужно с названием Pont de Sèvres. Так мы и доехали до нужной нам площади Трокадеро. Кстати, этим и удобен проездной на сутки Мобилис, с которым можно менять разные станции и ветки метро без ограничений, не задумываясь о стоимости проезда. А это придется делать часто, если есть желание увидеть как можно больше достопримечательностей Парижа. На площадь Трокадеро имеет смысл прийти после обеда ближе к вечеру, чтобы застать и дневные, и ночные виды Эйфелевой башни. Любителям фотосессий советую оставить для данной локации побольше времени, так как именно здесь вы сможете сделать много красивых фотографий. Поэтому, если у вас есть в планах успеть посетить как можно больше мест, а в Париже вы будете всего от 2 до 4 дней, имеет смысл выезжать с отеля как можно раньше. Если же вы любите более умеренный и менее активный отдых, и у вас в распоряжении неделя, а то и больше, то можно разбить достопримечательности на большее количество дней. Мерцание Эйфелевой башни можно увидеть ровно 5 минут каждый час, начиная с 9 вечера и до часу ночи. Однако в этом году было принято решение в целях экономии электроэнергии выключать освещение Эйфелевой башни без четверти 12 ночи. Цена билета на подъем на Эйфелеву башню зависит от этажа и способа подъема. Если идти пешком до 2-го этажа, то стоимость билета составит 11 евро и 30 центов. Если же подняться на лифте на 2-й этаж, то цена будет 18 евро и 10 центов. На 3-й этаж 28 евро 30 центов. Кстати, пока что последний этаж закрыт для посещения из-за работ по реконструкции. Во всяком случае, на официальном сайте билеты на 3-й этаж можно купить только с февраля 2023 года. Возле Марсового поля находится ближайшая станция метро École Militaire, которую проходит 8-я сиреневая линия метро. Чтобы доехать до нашего отеля, нам нужно сначала на поезде 8-й линии метро с направлением Point du Lac доехать до станции Invalids, после чего на этой же станции Invalids пересесть в электричку RER желтой ветки С и доехать до станции State Michel Notre-Dame. А уже от нее мы сможем доехать до нашего отеля, а именно до станции Les Bacanets, используя электричку RER синей ветки Б. Кстати, чтобы найти эту станцию, используйте навигатор Maps.me, поскольку она нетипичная и спускаться к ней нужно на лифте.
после чего, следуя указателям, вы выйдете на платформу с нужным направлением поезда Сент-Реми-Лес-Шеврес, который следует до станции Лес-Беконец. Итого за этот день было потрачено 12 евро и 40 центов, фактически только за проезд. Если у вас отель будет расположен в первой или второй зоне, то можно будет существенно сэкономить на проезде, на том же билете Мобилис, который обойдется уже 7 евро и 50 центов. Кстати, обратите внимание, что данный билет действует строго до 12 ночи, вне зависимости от того, в какое время вы его купили. Даже если он был куплен, к примеру, в 3 часа дня, он будет действителен только до 12 ночи этого дня. На следующий день мы посетили еще 22 достопримечательности Парижа. Начать прогулку решили с Люксембургского сада, возле которого расположились такие достопримечательности, как Люксембургский дворец, Парижская обсерватория с фонтаном, церковь Валь-де-Грас, катакомбы и башня Монпарнас. Как мы добирались? Сели на той же станции Лес-Беконец с направлением поезда либо Митри-Клей, либо аэропорт Шарль-де-Голь и доехали до станции Люксембург, купив предварительно билет Мобилис на целый день за 12 евро и 40 центов, поскольку снова планировали много ездить. Если же покупать одноразовый билет, то цена составит 2 евро 80 центов в одну сторону. Люксембургский парк очень большой и красивый, поэтому стоит выделить для него отдельное время. Также учитывайте момент, что он закрывается в 5 вечера, поэтому если вы хотите успеть сюда попасть и насладиться прогулкой, лучше приезжать пораньше. В этом парке есть фонтан, много стульев и лавочек, а также бесплатный туалет. Прогуливаясь дальше от Люксембургского сада, можно встретить фонтан обсерватории и красивую церковь Валь-де-Грас. Чтобы обойти перечисленные достопримечательности, понадобится около 2 часов. Кстати, кто желает посетить катакомбы, билет нужно покупать онлайн и на официальном сайте. Цены указаны ниже. Часы работы с 10 утра до полдевятого вечера. Понедельник – выходной. Цена взрослого билета на башню Монпарнас составляет 15 евро. Детям от 4 до 11 лет – 9,5 евро. Однако при наличии бесплатной обзорной площадки в галерее Лафайет, где открывается не менее красивый вид на Эйфелеву башню, особого смысла в покупке билетов лично я не увидела. Возле башни Монпарнас находится еще одно недорогое кафе «Бульон», одно из которых я показывала ранее в районе Монмартра. Также рядом расположена станция метро Монпарнас, откуда можно на 4-й малиновой ветке метро доехать до станции Одеон, где можно будет продолжить прогулку и осмотр достопримечательностей Парижа, начиная с церкви Сен-Сюльпис. До нее, кстати, можно было бы и дойти от башни Монпарнас, но поскольку ходить придется еще много, при наличии билета Мобилис мы решили до нее доехать. В Париже сосредоточено очень много церквей с красивой архитектурой и немалое количество музеев. Также город славится интересными фактами. Например, Париж является первым городом в мире, где появилось уличное освещение. А Эйфелеву башню изначально устанавливали для международной выставки, после чего спустя 20 лет ее планировали демонтировать. Некоторые деятели культуры вообще считали, что она портит вид Парижа. Однако, поскольку она сильно понравилась туристам, ее решили оставить. Еще одной интересной особенностью является то, что вода, которая течет из кранов Парижа, является питьевой, чем гордятся местные жители. Также парижане очень любят собак, поэтому с ними можно появляться во многих общественных местах и даже некоторых ресторанах. Кстати, говорят, что собак в Париже больше, чем детей. Считается, что традиция праздновать 1 апреля, День дурака, зародилась во Франции. Также во Франции узаконен посмертный брак, то есть брачный союз, где один из людей является покойником. Чаще всего этим пользовались беременные женщины, которые хотели узаконить ребенка, отец которого погиб. Первый стриптиз в мире был показан в кабаре Мулен Руж в Париже в 1983 году, после чего девушка была оштрафована на 100 франков за подобное поведение. Кстати, в Париже, как и в Амстердаме, тоже есть своя так называемая улица красных фонарей, только с небольшими отличиями. Но о ней я расскажу чуть позже и даже покажу, где она находится и как выглядит. На улицах Парижа, кстати, каждый день проводятся съемки десятка фильмов и сериалов, так что есть шанс увидеть это зрелище во время прогулки.
Дойдя до отеля «Девиль», вы увидите рядом расположенную одноименную станцию метро, откуда можно доехать на первой желтой линии с направлением поезда «Ла Дефанс» до станции Джорджвиль, где можно будет прогуляться по Елисейским полям до Триумфальной арки, а оттуда уже доехать до района «Ла Дефанс». Елисейские поля – это центральная улица Парижа, которая начинается от площади Согласия и заканчивается на Триумфальной арке. Здесь расположены магазины практически всех известных брендов. Что же касается Триумфальной арки, то она находится фактически посреди дороги, поэтому, чтобы ее рассмотреть поближе, нужно пройти через подземный переход, и вы окажетесь сразу под аркой. Там же, кстати, можно купить билет для подъема на крышу Триумфальной арки, цена которого составляет 13 евро. Также недалеко от арки находится кафе Монте-Карло, где продают комплексные обеды и ужины. За 14 евро можно выбрать второе блюдо из гарнира с мясом или рыбой, а также салат, вино и что-то сладкое на выбор. Чтобы доехать до района Ла Дефанс, нам нужно от станции метро Чарльз де Гайл-Этуэлл, расположенной сразу возле Триумфальной арки, доехать на первой желтой ветке метро до конечной станции Ла Дефанс. Район Ла Дефанс – это современный деловой квартал Парижа. Приехав сюда, кажется, что ты оказался в Дубае, особенно после старинной архитектуры церквей. Поэтому очень советую посетить данное место, где вы убедитесь, насколько Париж разнообразен. Здесь можно увидеть большую арку, разнообразные современные высотки и необычный памятник в виде бронзового пальца. Погуляв по этому кварталу, можно от станции Ла Дефанс доехать на той же первой желтой ветке метро до станции Понт-де-Ноэли. Только ехать нужно будет уже в обратную сторону с направлением поезда Шату-де-Винсенс. Здесь недалеко расположен Булонский лес, который ночью превращается в так называемую улицу красных фонарей, где вдоль дороги стоят девушки, оказывающие соответствующие услуги. Вот только в отличие от Амстердама, здесь у девушек нет своего помещения, поэтому услуги они оказывают прямо в лесу. Проезжая мимо, мы даже застали подобное зрелище. Самостоятельно сюда ехать ночью я бы, конечно, не рекомендовала. Если есть желание посетить ночной лес, лучше взять экскурсию в Париже за 25 евро, где, кстати, входит посещение и района Ла Дефанс, и Триумфальной арки, и площади Трокадеро, ну и, конечно, Булонского леса. Чтобы доехать обратно в отель, нужно сесть на станции Понт-де-Ноэли на первую желтую ветку метро с тем же направлением поезда Шату-де-Винсенс и доехать до станции Чаталет, а уже оттуда пересесть в пригородную электричку РЭР синей линии Б и доехать до станции Лес-Беконец. При этом направление поезда должно быть Сент-Реми-Лес-Шеврис. Итого за этот день было потрачено 12 евро и 40 центов. На третий день мы посетили такие достопримечательности, как Пантеон, церковь Сент-Этьен-Дю-Мон, Латинский квартал, церковь Святого Северина, фонтан Сент-Мишель, дворец правосудия, консьержери, Сент-Шапель и Нотр-Дам-де-Пари. Мы снова приехали на станцию Люксембург, возле которой как раз находится Пантеон, и оттуда начали свою прогулку. Рядом с Пантеоном находится красивая католическая церковь Сент-Этьен-Дю-Мон, одна из самых старых церквей Парижа. Она расположена в Латинском квартале, где очень много уютных улочек и различных кафе, где, кстати, можно попробовать традиционные французские круассаны. Цены на них варьируются от 1,5 евро. Гуляя дальше по Латинскому кварталу, можно дойти до церкви Святого Северина. Она не менее красива. Кстати, очень советую здесь прогуляться, когда стемнеет. В вечернее время Париж приобретает особый шарм. Со своими огнями и яркой подсветкой все достопримечательности смотрятся иначе, порой даже интереснее, чем днем. Еще одной особенностью Парижа, весьма удобной для туристов, являются раскиданные по всему городу питьевые фонтаны, где совершенно бесплатно можно утолить свою жажду. Также в Париже во многих общественных местах есть бесплатный Wi-Fi, что тоже очень удобно. Очень советую посетить Сент-Шапель, или как ее называют, Святая Капелла. Это один из самых красивых храмов в Париже, чего только стоят витражные окна. Часы работы с 9 утра до 5 вечера. Цена билета составляет 11,5 евро. Вход расположен слева от Дворца правосудия. Справа же от дворца находится вход в консьержери, бывший королевский замок и одновременно тюрьма. Ну и, конечно, самая главная достопримечательность Парижа – Нотр-Дам-де-Пари или Собор Парижской Богоматери, расположенный рядом с консьержери и Сент-Шапель. От него, кстати, удобно идти гулять и до квартала Море, известного исторического района Парижа, где тоже сосредоточено немало интересных достопримечательностей, таких как церковь Сен-Жерве и Сен-Поль-Сен-Луи, площадь Бастилии и Вагезов, а также музей Карнаваля и Пикассо.
При желании сюда можно и доехать из других районов Парижа, в частности до площади Бастилии. Станция метро так и называется. Ее пересекают 1-я желтая, 5-я оранжевая и 8-я сиреневая ветки метро. Кстати, есть один важный и неприятный момент в Париже, касаемо электричек РЭР. Иногда случается, что станции метро закрывают на какое-то время, и, соответственно, можно так и не доехать до нужной вам остановки. Поэтому лучше всего следить за данной информацией на официальном сайте общественного транспорта Парижа. В данной ситуации опять же удобно иметь при себе проездной на целый день, с которым можно будет поменять несколько станций метро, если напрямую доехать не будет возможности. У нас в один день закрыли временно нашу станцию Les Baconets, когда мы уже были в центре Парижа. Благо к 10 вечера ее снова открыли, и мы к 11 смогли вернуться в отель, поскольку других ближайших станций возле нашего отеля не было, и если бы нашу станцию так и не открыли, пришлось бы идти почти 2 километра. В музей Карнавале вход бесплатный. Это музей истории Парижа. Он работает каждый день с 10 утра до 6 вечера, понедельник – выходной. А музей Пикассо работает с 9 утра до 6 вечера. Цена входного билета – 14 евро. Дальше мы решили поехать в Версаль. Сначала мы сели на станции метро Сен-Себастьян и доехали на сиреневой 8-й ветке метро до станции Инвалидс с направлением поезда Баллард. После чего от станции Инвалидс мы сели в желтую электричку С и доехали до конечной остановки Версаля Шаттл Райв Гош. А уже от нее до Версальского дворца идти 900 метров. Версальские сады, как и дворец, открыты с 9 утра до 6 вечера, понедельник – выходной. Вход в парк и сады бесплатный. Цена билета в Версальский дворец составляет 18 евро. Детям до 18 лет вход бесплатный. Итого траты за третий день составили 12 евро и 40 центов за проездной, 11,5 евро за вход в Сен-Шапель и 18 евро за билет в Версальский дворец. Всего 41 евро и 90 центов. Чтобы обратно от Версаля доехать до отеля, нужно сесть уже на станции Версаль-Чантьерс и доехать до станции Месси-Палайза, а оттуда сесть в электричку синей ветки Б и доехать до станции Les Baconets. Кто желает посетить Диснейленд в Париже, чтобы туда добраться, к примеру, с нашего отеля, нужно сесть на станции Les Baconets и доехать на синей электричке Б до станции Шаталет, после чего, не выходя из нее, пересесть на электричку красной ветки А и доехать до конечной остановки Парк Диснейленда с направлением поезда Марне-Лавелли-Чесси. Когда вы окажетесь на станции Шаталет, нужно будет следовать указателям и, поднявшись на эскалаторе, перейти на нужную платформу с поездом красной ветки А. Цена проезда составит в одну сторону 5 евро. Кстати, билет можно будет купить сразу в кассе на станции Les Baconets, сообщив кассиру вашу конечную остановку, то есть парк Диснейленд. Можно сразу купить билет туда и обратно, и по нему уже пересаживаться из синей ветки Б на красную ветку А. Доехав до конечной остановки, нужно будет выйти из станции, и вы почти сразу увидите вход в Диснейленд. Цены зависят от сезона и количества посещаемых парков. Цена взрослого билета в один парк составляет 56 евро, детского билета 52 евро. Все цены на билеты можно посмотреть и купить на официальном сайте. Как правило, на Диснейленд уходит почти целый день. Детям до 3 лет вход бесплатный. Лично мы Диснейленд не посещали, но наши знакомые с детьми туда поехали и остались довольны. Итого траты за 3 дня составили 66 евро и 70 центов. Позже я выложу видео, что можно купить и привезти из Парижа. Если у вас возникнут какие-то вопросы, можете в комментариях их задавать. Как видите, достопримечательностей в Париже хватает, поэтому каждый сможет для себя что-то найти, выбрав те, которые понравились больше. Если мое видео вам понравилось и оказалось полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие видеообзоры.